Всем привет, с вами как всегда я, Розелия1, и это продолжение прохождения Террарии с Calamity модом, вместе с гидом. Ну а теперь еще с Максимкой, который что-то нам не договаривает. Но не суть. Не буду тянуть приветствие, поэтому приятного просмотра. В начале хардмода гид начал строить 4-й этаж общаги. Ну а я пошел фармить виверн и эссенцию солнечного света для оружия для призывателя. Но спойлер, я ее не использовал. Потом я пошел исследовать правую сторону мира, ведь я ее не исследовал. И да, гид крыса, потому что он скрафтил щит Анха без меня, пока я тот ролик монтировал. Но секрет в том, что я скрафтил эту штуку намного быстрее его. Поэтому он лох. И да, я уже добрался почти до океана. И открыл сундук. Но там, естественно, ничего полезного не оказалось. А потом мы слились к близнецам. И первым, более-менее серьезным челиком стал мимик Порчи. Но я уже не знаю, что говорить, поэтому расскажу про свой монтаж. Я немного побольше постарался над этим видео. Даже сценарий написал, который я на коленке написал. Вообще на коленке такой. Добавил даже переходы, потому что в том видео переходов почти не было. Уже все, можно возвращаться к видео. С него полезно ничего не выпало, кроме хилок, естественно. Потом мы пошли копаться в святом биоме для призывалки королевы слизней. И нам попался священный мимик. Что-то нам много мимиков попадается. И с него выпал лук деда, блин. И хилки, естественно. Это всегда падает. Ну а потом я пошел фармить паучков для новой броньки. Паучьи. A few moments later. И я наконец-то доделал первую броньку для призыва. Потом мне дал кобзды. И еще появились пираты. Ну а потом мы их уже отбили вместе с гидом, потому что я был тогда один. Ну и первым боссом стала королева слизней. Так, все ставим, открываем. Итак, первым из механиков стал уничтожитель.
все, мы убили его. И все. Так как я прошаренный, нет. Я купил морозный барьер, а после мир. Ну да, я такой прошаренный. Итак, вторым из механиков стал и уже близнецы. Все убили близнецов, это было очень легко. И третий из механиков стал Скелетрон Прайм. Ну а потом я скрафтил себе новые тяги. Это ангельские ботфорты. Это лучшие ботинки на данный момент игры. Естественно. Ну а потом я спустился в ад, чтобы добыть себе крылышки. Потому что крылышки с дахардмодом это плохо. Но с них мне выпадали только эссенции хаоса, ну и демонический пепел. Ну, а это не круто. Но самое дурацкое это с следующего мне выпал перо, выпало. Ну, а потом я пошел в серный биом, потому что его недавно обновили. И у меня вопрос, что это за алтарь? Ладно, я пошел копать инфернальный звит и серный шлак. Хрен знает, что за тупые названия придумали. Но ладно. И, наконец-то, я скрафтил себе нормальные крылышки. Не то говно были. И сейчас я расскажу, зачем мы убиваем стенку плоти. Конечно же, ради Максимки. Ну, короче, так как к нам скоро присоединится Максимка, то нам надо было динамическое сердце, но мы не учли того, что оно падает, если ты его не использовал. Поэтому мы дурачки. Но кто-то из нас мог сделать нового персонажа и зайти с него, а потом передать Максимке.
Но мы этого не сделали, естественно. Ну а потом мы устраивали эпичные дуэли, где я его выигрывал, естественно, потому что он полный нуб. Ну потому что у меня урон намного больше, если честно. Поэтому против меня у него шансов нету. У меня намного быстрее челики, намного сильнее челики. Хо-хо-хо. Поэтому он лох полный. Ну, я уже не знаю, что тут делать. Дед вообще не умеет играть. Ну, он один раз меня победил. Ну, а потом мы пошли фармить акулу, потому что надо было. Ну, а потом мне понадобился, армия гоблинов. Потому что мне надо выбить аксессуар типа костер. О, повезло, повезло. Очень повезло мне. И потом мы пошли фармить Ларафит. Ну, я уже не знаю, что говорить. Просто буду говорить. Как вам мой монтаж за 324 рубля? В кавычках. За 0 рублей, как всегда. Я все делаю сам, без помощи. Мне делает привет только Гыд. Хотя иногда он может сделать фигню очень фиговую. Потому что вы можете увидеть это. Это легко увидеть. Если я вот скайблок я снимал, он сделал говно превью, если честно. Я еще в шоке, как это. Но, а потом появилась королева пчел. Почему? Да, я понимаю то, что там был внизу, там где-то вот. Я забыл, как эта фигня, но все равно я не буду делать такие, как вы. Ну, а теперь следующий босс это Криоген. Так, открываем мешок, и нам выпадают топовые крылья. Ну, а потом мы убиваем акватического бича. Он очень лагучий, поэтому битвы нормальной вы не увидите. Мне нужен был кислотный дождь. Угадайте для чего? Даю вам время. Скорее всего, вы ответили неправильно. Он мне нужен для аксессуара, для призывателя, который падает с болотистого скалоледзева, что за тупые названия. Потом мне нужен был аксессуар звездного москита. Но мы не убивали Аструма Ареуса,
Поэтому было бесполезно их убивать. Я не знаю, зачем мы это делали, но все равно. Я без понятия. Я потом только узнал, что после убийства Аструмалиуса. Ну ладно, потом я пошел добывать фигню под названием крионическую руду. Лаборатория Дрейдона. Суперсложный босс, которого мы убили очень быстро. Я сейчас на очень легкий способ его убить. Ну, если, конечно, ты маг. Для мага он самый лучший. Потому что есть одна очень топовая оружка. И она вообще убивает... это вообще помогательное оружие, но... это имба. Просто против убийства Дрейдона. Вообще, это лучшее оружие. Короче, если честно, тебе нужен какой-нибудь посох, который хилит. Вот это вот мне помогло с битвой с Дрейдоном, блин. Потому что так вообще было легко его победить. Хотя все равно сложновато было. Потому что он не самый легкий босс. Это реально, он очень сложный. Но его легко победить с помощью такого оружия. Ну ладно, все, продолжаем. Ну вот и Максимка, с которым мы будем убивать последних двух боссов. Он читер, если честно. Но ладно, все равно. Потому что он хоть и читер, еще тот читер, но... хотя бы что-то. Хотя это он приносит только беды. Ну ладно. Идем дальше. Итак, фармим ему механиков для святой брони. Потому что он еще в броне с королевы слизней. И то не полный, блин. Ох. Я не знаю, что с этой Максимкой делать. Ну ладно. Следующий босс у нас Пантера. Только уже без Максимочки. Сразу не отходя от Пикпинуина. Погнали. Everything changes.
еще разочек надо очистить тыквенную луну, а потом мы еще раз преследуем плакучее дерево, блин, которое бежит со скоростью света. И, наконец-то, доделываем броньку, которая топовая на этот момент игры. Ну, а сейчас надо будет фармить гулей, ну или упырей, чтобы сделать себе вот эту вот оружку. Это топовое оружие на это время. Ну и как раз таки вспомнил про благословление Статиса. Хрен знает, Статиса, не знаю. И давай, let's go, клона Каламитас убивать. Этого клона, блин, недоделанного Каламитас. Ставим реликвии, естественно, ну и открываем мешочек. Но с него ничего полезного, кроме пепла бедствия, не должно выпадать. Ну, там может быть несколько аксессуаров еще, но пепел бедствия самый лучший. Ну и следующий босс у нас должен будет быть Гален. Но мы даже не можем убить Астру Мореуса. Не то что големы, блин. Но мы пошли искать данж голема. Это очень долго. Вообще, серьезно. A few moments later. Ну, наконец-то! Я докопался до этого тупого данжа голема. Теперь только найти вход в этот тупойский, блин, данж, который мы искали минут так 15-20. Это точно. Ох. Это ведь место, самая ловушечная ловушка в мире, где уже сходу, блин, применяются 323 ловушки. Ну да. Ну все. Теперь только дойти до комнаты с големом. И она была очень огромной. Ну серьезно, да просто огромная была по сравнению с другими. Хотя это средний мир. Я вообще в шоке. Ну еще я включил режим Илона Маска. Посмотрите, что я сделал. This is Elon Musk. Ну все, погнали искать. A few moments later. Ура, мы дошли. Все, сейчас очищаем ловушки. Тупой гид. И давайте все вместе. Да ты тупой гид.
А потом я пошел, блин, из-за гида в джунгли, блин. Это было долго. Ну, а потом я зачем-то, почему-то полез в вагонетку. И потом вместе с гидом мы пошли копаться в данж голема, но мы совсем по разным путям пошли, и я оказался быстрее намного. И теперь, надеюсь, с этим дурацким гидом что-то не произойдет, пока он будет делать себе броньку новую. Потому что у него бронька с постмехаников. Поэтому, да. Опять? Ты надоел со своими 324? А еще! Ты издеваешься? Ладно. Ну, наконец-то гид, блин, дошел. Да ёпрст, какой земляной элементаль! Ох. Ну, а потом мы пошли его призвать и слились. Естественно, мы лохи полные. Ах. Мы скилловики. Потом попытались его бомбануть, но оказалось даже хуже, чем в первый раз. Ну, а потом я пошел в бездну, чтобы скрафтить ему новую пушку под названием Мегалодон. Это лучшая пушка на данный момент игры. И да, сейчас я хочу вам рассказать про то, как меня обманули. Самое худшее, что придумали, это Википедия фандомская. Фандом Википедия — это фигня. Если хотите что-то исследовать, фигню какую-то еще делать, то там уже не рекомендую. Потому что там обманывают. Там, мне кажется, с времен динозавров, блин, информация. Потому что там был вообще неправильный рецепт, блин, потому как скрафтить эту пушку. Да, там нужно было пойти в бездну, но там были совсем другие условия. Там надо было скрафтить из клеток глубин, да, это было правдой. Но там было еще про какие-то клетки, еще, ну, фигню, короче, такая голубая. Это люминит. Не люминит. Ну, короче, какая-то другая еще фигня, которую хрен получишь. Потому что оно падает только с каких-то там бездны с какой-то и после убийства клона Каламитас. А, не, еще плюс. Нет, вот это было легко тоже. Но Тенебрез. Этот материал удалили. Вот недавно вроде. Потому что недавно, вот прям вот очень недавно. Вот прошлый раз, когда мы проходили, был Тенебрис. Но сейчас его серьезно, его нету. Я не знаю, куда он делся, конечно. Но это о чем-то говорит. Почему-то его удалили. И да, я хочу сказать вам очень важную вещь. Смотрите только в официальную Википедию, потому что в фандомской Википедии там в большинстве случаев врут. Прямо вот берут и лгут так мощно. Поэтому, да, нам врут очень сильно люди, которые делают это все. Но,
можем уже наконец-то приступать к нашему любимому големчику. Смотрите, почему-то он без начала. Призывал. Все. Ну, естественно, сразу не отходя, морозная луна. Погнали. Ну и сразу же. Astro Mareus. Сразу же без отходника марсианское безумие. Let's go!
пока закончилась. И следующий босс у нас это Голиаф. Но мы не можем ее убить. Ну и вообще, следующий босс должен быть Рыбулрон. Но тупой ОБС решил не записывать. Ну, или я с памятью 300 миллиардов %. Я не знаю почему. Меня бесит это. Но... Ладно. Let's go к культисту Лунатику. Так, ставим, естественно, реликвию, уничтожаем Змеевую башню и умираем, и уничтожаем башню звездной пыли. Ну и прямо к Симку тупого. Я, конечно, не знаю, как это он сделал, но мы могли бы уже в этот момент убить Мунлорда, и тогда бы я еще больше пытался удлинить видос. Ну ладно, все. Итак, везение. Вот как, объясните, могло выпасть аксессуар, который выпадает с шансом 1% с 5-го там или 3-го раза? Это надо быть нереально везучим. В прошлый раз, когда мы играли, мы этот аксессуар 10 часов выбивали. Серьезно, я не шучу. Ну ладно, все, можно уже переходить к следующему боссу. Это Голиаф. Так, ставим реликвию. Ну, и теперь последние два босса. Это очень волнительно. Это были Императрица Света и, конечно же, Мунлорд. Смотрите, как убиваем Императрицу Света. Наконец-то мы убили Императрицу Света. Ох. Этот Максимка надоел уже то, что диспавнит. О, повезло. О, повезло. Повезло. Так, короче, в этот момент мы должны были убить Мунлорда, но нет. У меня вылетел Радмин. Поэтому только сейчас убиваем Мунлорда. Let's go!
Мы это сделаем. Это было сложно. Много пропотел даже. Но мы это сделали. Теперь нам осталось только пройти Каламити. Все. Всем пока. С вами был, как всегда, я, Розери 1. И пока.